Демпинговые скидки на машины в России перешли все мыслимые границы. Именно так, без смягчений и дипломатии, высказался глава АвтоВАЗа Максим Соколов в недавнем интервью одному из крупнейших деловых СМИ страны. И он говорил не о теоретических угрозах, которые маячат где-то в будущем. Он описывал то, что происходит прямо сейчас на нашем рынке. На китайские машины в последние месяцы раздавались скидки по 1 000 000 рублей. Миллион, представьте эту величину. Это не временный маркетинговый ход, не моментальная распродажа и не рекламная замануха. По словам главы крупнейшего автопроизводителя страны, это настоящая ценовая война, где китайские компании не просто конкурируют, а сносят любые препятствия, которые еще остались на рынке. Но почему именно сейчас Соколов решил вынести проблему на публику? Почему вместо привычного оптимистичного тона о развитии отрасли он так жестко и эмоционально бьет тревогу? Что на самом деле происходит в отрасли? Кто в этой войне окажется победителем, а кто проиграет? Или, возможно, проигрыш грозит всем сразу – и АвтоВАЗу, и китайцам, и рядовым покупателям. Сегодня мы разберем эту новость максимально подробно, разложим цифры по полочкам, проверим заявления на прочность и зададим те вопросы, которые не любят слышать ни чиновники, ни топ-менеджеры. Начнем. Для начала разберемся, что именно сказал Соколов в интервью «Ведомостям». Это ведь не комментарий в коридоре, не случайная фраза в приватной беседе, а официальная позиция главы главного производителя автомобилей в стране. То есть каждое слово прошло фильтр пиарщиков, юристов и аналитиков. И вот какие формулировки прозвучали. Демпинг китайских брендов на российском рынке перешел все мыслимые пределы. Не просто усилился, не стал заметным, а именно перешел границы допустимого. То есть это уже звучит как сигнал бедствия. Такие выражения от руководителя уровня Соколова – это практически просьба о вмешательстве, только официальная в строгом деловом стиле. А дальше в интервью появляются цифры, которые заставляют удивляться даже тех, кто привык ко всему. На рынке были скидки по 1 000 000 рублей, 1 миллион на одну машину. Однако Соколов добавляет фразу, которая как будто должна успокоить аудиторию. Даже при таких условиях, говорит он, автомобили Лада все равно остаются дешевле, чем импорт из Китая. Вот здесь и возникает главная интрига. Если Лада действительно дешевле, если она выигрывает в цене даже после огромных китайских скидок, то почему руководитель компании делает такие заявления? Почему говорит о кризисе и демпинге? Может быть, проблема не ограничивается ценой? Может быть, покупатели выбирают не самую низкую цифру на ценнике, а то, что они покупают за эти деньги? Уровень оснащения, качество материалов, репутацию бренда. Пока АвтоВАЗ утверждает одно, цифры показывают другое, а цифры вещь упрямая. Давайте посмотрим на статистику автомобильного импорта в этом году. Поставки подержанных машин из Китая в прошлом месяце выросли в 2 с лишним раза. Не на десятки процентов, в разы. Это означает, что огромная часть россиян уже сделала свой выбор. Они готовы брать не новые отечественные автомобили, а поддержанные иностранные, которые несколько лет поездили в Китае. И вот парадокс. В списке наиболее популярных моделей импортированных машин нет китайских брендов. Первые места занимают Toyota Corolla, Toyota RAV4, BMW X3, Honda Breeze и Mitsubishi Outlander. То есть россияне закупают не китайские машины, а японские и немецкие автомобили, просто привезенные из китайского рынка. Почему так? Потому что поддержанные Toyota или BMW будет понадежнее и комфортнее. Логика покупателя проста. Лучше взять качественную машину с пробегом, чем что-то новое, но сомнительное. Тем более эксперты автостата проанализировали остаточную стоимость китайских автомобилей за 3 года эксплуатации и выяснили, что она сохраняется выше, чем у многих отечественных моделей. То есть люди думают не только о покупке, но и о том, за сколько они смогут продать машину потом. И здесь снова появляется противоречие. Если Лада дешевле, почему импорт растет? Почему россияне переплачивают? Возможно, дело в том, что потребитель смотрит не на голые цифры в каталоге,
а на соотношение цены и того, что он получает взамен. Например, если сравнивать базовую Гранту и трехлетнюю Toyota Corolla, первая будет стоить меньше, но что внутри? Скромная комплектация, минимальные опции, бюджетные материалы, слабая шумоизоляция, посредственная управляемость, низкая остаточная стоимость. А Corolla с пробегом – это качественная сборка, проверенная временем надежность, более высокий уровень безопасности и оснащения, нормальный комфорт. Именно здесь и возникает ключевой вопрос: что значит дешевле? Просто меньше сумма при покупке или более выгодное владение, которое окупится спустя годы? Поэтому слова Соколова начинают выглядеть неоднозначно. И самое интересное, возможно, за этим заявлением стоит совсем другая мотивация. АвтоВАЗ теряет долю рынка. Покупатели массово уходят к конкурентам. И особенно неприятно, что уходят не только к новым китайским моделям, а к поддержанным иномаркам. Такое руководство компании переживает особенно болезненно. Поэтому возникает мысль: не готовит ли АвтоВАЗ информационную почву под новые меры регулирования? Не готовит ли он общественное мнение к тому, чтобы государство вмешалось, ограничило импорт, подтянуло пошлины и защитило отечественный рынок? Тем более, что недавно начали всплывать новости о планах пересадить россиян к 2035 году преимущественно на отечественные машины. И тогда реальность становится пугающе ясной. Чтобы выполнить такой план, государству придется либо полностью закрыть рынок, либо сделать импорт настолько дорогим, что у людей просто не останется выбора. Альтернатива – технологический прорыв отечественного автопрома, который наконец-то сможет создать автомобиль, превосходящий иномарки. Но судя по тому, что мы видим последние годы, второй вариант выглядит куда менее вероятным. Поэтому заявление Соколова может быть элементом большой игры. Сначала создается паника, затем публике объясняют, что рынок нужно спасти. Потом вводятся ограничения, и покупателям остается только согласиться. Но хотят ли россияне ездить только на отечественных машинах? Судя по тому, как растет импорт поддержанных автомобилей из Китая, ответ уже очевиден. В завершении, АвтоВАЗ говорит о демпинге, но потребители массово выбирают импорт. Глава компании утверждает, что Lada дешевле, но покупатели голосуют за Toyota, BMW и Honda, даже с пробегом и даже по более высоким ценам. И это значит лишь одно: проблема далеко не только в скидках и демпинге. Проблема в том, что отечественный автопром не предлагает того, что людям действительно нужно. Впереди планы пересадить страну на отечественные автомобили. Но будет ли это выбор людей или решение сверху? Вот главный вопрос. И теперь мне хочется услышать ваше мнение. Представьте 2035 год. Ваш выбор – только отечественные марки. Вы готовы к такому будущему? Или считаете, что настоящая конкуренция должна быть на рынке всегда? Ну и шутка дня. АвтоВАЗ отзывает более 20 тысяч автомобилей, чтобы установить на них новые современные цены. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.